молитвы фанатов и поклонников Marvel были услышаны и вышел фильм из прошлого. Фильм новый, а он уже просроченный, потому что спойлеры: Наташу убили в последней части Мстителей, поэтому по-любому будут показывать флешбеки, прошлое и так далее. События в фильме разворачиваются из времени между Третьим Капитаном Америкой и Войной Бесконечности, и сама по себе картина, она ни на что не влияет, ни к чему не ведет, никакого продолжения не будет. И даже сама актриса Скарлетт Йоханссон написала в Твиттере, что это было долгое, классное, интересное, захватывающее путешествие, но больше вдову играть она не будет. Как там ее зовут? Наташа. Наташа. Фильм появился на свет по нескольким причинам. Главное, конечно же, это деньги, чтобы срубить как можно больше бабла с еще свежих, витающих в воздухе имен и образов героев. Также требования фанатов, что создатели выпускайте, что на создателей никогда и не влияло, просто возвращает нас к первому пункту, что обязательно ярые поклонники по несколько раз ходят в кино, купят все постеры, обложки, комиксы, книжки, игрушки и диск в коллекцию. С этой точки зрения картина обладает огромным смыслом для существования. Хочется разобраться в нескольких главных претензиях к фильму. Не от простого рядового зрителя, который смотрит кино и может докапываться и бухтеть, типа меня, а от фанатов Marvel. Первая претензия от некоторых Marvel фанатов касается главного злодея Таскмастера в фильме, что он невероятно скучный, один из худших, если не худший злодей. Я вообще не поклонник комиксов и экранизаций, но насколько мне помнится, там, во-первых, настолько шляпные персонажи появлялись. Например, в том же «Железном человеке 2», где впервые появлялась Наташа Романов, там и был злодей Иван Ебанько, то есть Иван Ванько. Это же вообще просто нечто. А сам фильм полнейшее говно. В третьем «Железном человеке» тот же фейковый мандарин или злодей в исполнении Гай Пирса, террористы с пуколками. У людей, на удивление, очень короткая память. Во-вторых, это черная вдова, которая умеет хорошо драться, двигаться гибко и стрелять из пистолетов. Какой должен быть у нее противник-злодей? Галактус, что ли, я не знаю. Злодеи выстраиваются по уровню персонажа. Если персонаж не справляется, то там типа Таноса кто-то нападает, они собираются в команду. Непонятно, почему какие-то фанаты начали вонять по этому поводу. Очень странно. Мне вообще этот персонаж зашел, хотя бы потому, что у него одна из способностей это копирование боевого стиля и движений противника. Было классно посмотреть на резвые, хорошо поставленные, классные драки, интересные трюки, захватывающие погони. Моменты, которые были странные или не понравились, так это непонятно, в чем был прикол сцены с набиванием тату и армрестлингом в то же время. Это для смеха сделано или потому что люди, которые писали сценарий, никогда в жизни не набивали себе тату и старались каждую сцену сделать максимально крутой. Стёб Марвела самими над собой, когда сестра говорит: а зачем ты так приземляешься? Вот так вот ты это делаешь, это ж, я не знаю, это не смешно и печальный какой-то странный ход. Также местами какие-то дебильные фразы. Почему такая агрессия? Красный день календаря. Красный монарх. Красный рассвет. Красная жара. Красный день календаря. Вырвиглазное клише, когда злодей просто берет и рассказывает все от начала и до конца. И подобные противоречия, когда, например, положительный герой падает с огромной высоты, ударяется всем, чем только можно, остается целым, только прихрамывает 2 секунды. Либо какому-то отрицательному персонажу делают подножку, он падает и вырубается. Или умирает. Вообще, в целом, фильм «Черная вдова», если оценивать как экранизацию комиксов, она спокойно встает в один ряд с другими достойными картинами, комиксами. Оно сделано по той же схеме, как и предыдущие, поэтому в каждом из них перечисленных есть куча таких моментов, от тупых плоских шуток и заканчивая откровенно плохими клише, предсказуемостью, нереалистичностью. Рядовому поклоннику супергеройских фильмов зайти должно, а просто зритель может насладиться неплохим боевиком и Скарлетт в главной роли. Единственное, что сам фильм идет больше 2 часов, и все бы ничего, если бы он полностью был напичкан экшеном, побольше. Но там побольше какой-то ненужной болтовни и иногда идет пускание соплей. И кончается фильм после титров очень пугающей сценой, будто бы будет сольник про соколиный глаз. Я бегом побежал смотреть в интернет, неужели это правда? По поводу фильма ничего не написано пока что. А вот про сериал, будет мини-сериал про этого очень важного марвеловского персонажа. «Черная вдова» любителям комиксов зайдет, фанатам Marvel обязательно, безусловно, должно зайти. Я не вижу причин, чтобы оно не зашло. А простой зритель может посмотреть драки, перестрелки и красотку Скарлетт. А на этом все. До скорой встречи. Пока.